Всем привет, это Тостер. У нас, как всегда, много интересного о домашней технике. Более 500 видео на канале в разных плейлистах. Подписывайтесь. В этом видео расскажу о стиральной машине, которая постирает везде. Хоть на Северном полюсе, хоть на вашей любимой даче, фазенде за городом. Да и в городе дома тоже постирает. Это стиральная машина Горение. Бренд давно известен на российском рынке. И круто, что он у нас в России остался без всяких параллельных импортов. Доступна техника. Нет проблем с запчастями, с сервисным обслуживанием. И ассортимент у бренда широкие. Стиральные машины, сушильные, плюс полный спектр кухонной техники. Есть и пылесосы, и малая бытовая техника. На сайт заходите и смотрите. Вообще, марке Горение много лет. Она изначально славянская, собственно, такой и остается. Но сейчас Горение еще и часть большой китайской технокорпорации Hisense. Получается такой хороший симбиоз. Привычные высокие европейские стандарты производства плюс современная китайская технологичность и возможность держать стоимость готовой продукции на адекватном уровне. Классическая такая на вид стиральная машина, но она с сюрпризом, и он приятный. Возвращаемся к теме стирки где угодно. Комплектация предусматривает отдельный бак для воды. Он стыкуется со стиральной машиной и наполняется водой или автоматически, если все подключено к водопроводу, или, если нет такой возможности, там Северный полюс, я не знаю, Килиманджаро, дача. В последнем случае, даже если есть водопровод, может быть плохого качества вода в нем или перебои с водоснабжением. Так вот, если с водопроводом не получается, просто наполняете его самостоятельно и все. Стирка все равно состоится. Объема бака хватит для стирки по любой программе. Это реально полезная опция, потому что разные ситуации с водой случаются. Надо срочно постирать, а нет воды, но она есть в этом самом баке. Решение насколько простое, настолько же логичное и полезное многим. Пишите в комментариях, как вам. Может, уже пользовались в таком формате стиральной машиной. В общем, делитесь мнением. Важно, такие стиральные машины с баком, подчеркну, он не отдельно приобретается, а идет в комплекте. Это на российском рынке эксклюзив от Горения. Специально для нашей страны разработано. Такое решение есть только у этого бренда. То, что машина будет брать воду из бака, вообще никак не ограничивает ее функциональность. То есть даже где-то на даче вы не останетесь без привычных таких современных опций современной же стирки. Здесь есть обработка вещей паром. В конце цикла для некоторых программ как раз пары используются. Это своего рода дополнительная гигиена, аллергены, бактерии. Все это минимизируется и разглаживаются еще вещи дополнительно. Только чтобы эффект этот сохранился, чтобы меньше было замятостей, лучше вынуть вещи из машины сразу по окончании цикла. Понятно, что вся классика, разнотемпературная стирка хлопка, синтетики, программа для шерстяных вещей, это все тут есть. А еще есть цикл для детских вещей. Это актуально, кстати, особенно если вы как раз где-то за городом на даче. Потому что, простор, да, и природа, дети бегают, ползают, лазают, вещи пачкаются. 3 температурных режима, тут аж до 90 градусов. И как раз есть в финале такая логичная обработка паром. С паром еще и программа «Экстра гигиена». Поскольку мы, как правило, повседневно, используем и стираем одежду из комбинированных таких тканей разных цветов, то и стирать хотелось бы, не разбирая вещи. Закинул и пошел смотреть футбол, или собирать смородину. Есть такой цикл, можно не беспокоиться, что вещи испортятся. Температуру можно выбрать 20, 30 или 40 градусов. Отмечу еще быструю стирку. Часто, вещь не грязная особо и любимая, и хочется или нужно ее снова надеть. За 15 минут стиральная машина эти вещи освежит. Загрузка здесь, конечно, небольшая, до килограмма, что логично. Но зато 15 минут и все. Летом все еще высохнет быстро, так что через час-другой уже снова надели. Этот же цикл, кстати, и для новых вещей из магазина.
Вообще-то их же рекомендуют, ну вот постирать сначала. Напишите в комментариях честно, стираете или нет. Другие программы для темных вещей, те же джинсы сюда, да, для спортивных вещей, в частности микрофибра, для пуховых, как собственно с пухом, так и синтетическим наполнителем, ну какие-то небольшие подушки, например. Есть еще стирка в холодной практически воде, ну 20-градусной, для легких загрязнений. Плюс это еще и электроэнергию заметно экономит. Ну и если уж мы говорим непосредственно о стирке, то тут барабан стиральный такой особой конфигурации, что ли. Нет, он не квадратный, просто поверхность, она не гладкая, с таким легким рельефом. Это дает более мягкое, скажем так, воздействие на вещи, вот механическое. Ну то есть класс стирки А сохраняется наивысший, но при этом стирка реально бережная. И да, с этой стиральной машиной не только где угодно можно стирать, ну, мы же помним, да, про спасительный бак, но и когда угодно. Ну да, есть таймер отсрочки старта. Многие, кстати, недооценивают его. Смотрите, ложитесь вы спать, не вставать же ночью, чтобы вынуть одежду чистую, ну, чтобы она не оставалась в машине. Некоторым все равно, я знаю, а некоторым нет. Нет, не вставать, просто настройте все так, чтобы стирка закончилась к вашему пробуждению. Встали, повесили сушиться вещи, ну или переложили в сушильную машину. Это называется правильный тайм-менеджмент. А еще ночью стирать дешевле, если многотарифный счетчик. Это уже называется экономия семейного бюджета. Отдельно отмечу цикл самоочистки. Дело в том, что мы же часто стираем, при невысоких температурах. Из-за этого возможно развитие такой излишне интенсивной бактерии, а значит запах неприятной стиральной машине. А нам же чего хочется с вами? Правильно, чтобы вещи были чистыми и свежими. Поэтому, если отдаете предпочтение, скажем так, именно низкотемпературной стирке, вот 30-40 градусов, 20, тут же есть такие программы, рекомендую периодически включать самоочистку. Естественно, без вещей, вода будет 90 градусов, так что ничего неприятного развиваться после нее в вашей стиральной машине не будет. Про мотор, он инверторный. Опять же, мы возвращаемся к тому, что даже стирая на даче где-то, даже если из бака вода, современные технологии все равно все тут, все доступны. Такой мотор тише работает. Именно во время стирки вот его вообще почти не слышно. Только плеск воды и вещей. Отжим, конечно, дело другое, но его не утаишь. Плюс это вариативность по мощности потребляемой. Не всегда мотор на максимальных оборотах, что в итоге дает более высокий класс энергоэффективности, то есть меньше расход электроэнергии. И еще рабочий ресурс мотора увеличивается, потому что нет работы на максимуме, постоянно. Гарантия на мотор, между прочим, 10 лет. Как я люблю говорить, вы все видели сами. Видели вы и то, что машина чего-то там стирала, пока я вам о ней рассказывал. Да, стирала она разные вещи, которые мы испачкали такими, знаете, дачными загрязнениями. Земля, трава. И постирали. Вода была, конечно, из резервуара, из этого, из бака. Откуда же еще? И мы решили, что стирать будем на такой наиболее часто используемой многими программе. Это цикл микс для вещей из смешанных тканей с разной степенью загрязнения. Такая средняя или легкая степень. Как видите, загрязнения ушли. Да, они не были застарелые, но давайте так, по большей части мы все же стираем вещи не со столетними загрязнениями, пятнами, даже на даче. В общем, отлично все сработало. Бак, вода из него, подходящая программа и в итоге высокое качество стирки. Таким же оно было бы и в обычных условиях без использования бака. Какой вывод? Да хорошая, нормальная, современная стиральная машина. С этой моделью горения мы получаем весь набор нужных опций стирки. Плюс, тадам, конечно же, полюбившийся нам бак, который позволяет стирать где угодно, даже там, где проблемы с водой. С ее, может быть,
качеством, где невозможно подключение машины к водопроводу. А еще пар, а еще неплохое меню программ, дополнительные опции и мотор инверторный. В общем, тостер рекомендует к использованию эту стиральную машину горения. Стирайте везде, где хотите, и делитесь потом опытом в комментариях под этим видео. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсации, зато подробно рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со всеми заинтересованными в теме безграничной, по сути, стирки, да, ну бак же крутой. Заходите также на сайт Toster.ru, есть мы в Яндекс.Дзене, в Телеграме, в ВК. Там не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от нашей команды. Ну, до новых обзоров и тестов. Пока!